Задумывались ли вы, почему правила в бункере настолько жестокие? Зачем стирать людям память, контролировать рождаемость через обман с лотереей и держать под каждым убежищем огромную трубу с ядом, способную мгновенно убить 10 тысяч человек? Обычным страхом это не объяснить. Но все встает на свои места, если понять одну вещь. Бункер — это не укрытие, а эксперимент, где выживание системы стало важнее самих людей. Сегодня мы разберемся, зачем на самом деле были созданы бункеры и каким был первоначальный замысел их создателей. Выясним, почему система десятилетиями скрывала правду и поддерживала порядок любой ценой. И главное, почему такие люди, как Джульетта Николс, способны стать самой серьезной угрозой для плана, от которого, как считают его создатели, зависит будущее человечества. В этом разборе я буду опираться на книги Хью Хауи, так что без спойлеров, к сожалению, не обойдется. Если смотреть на историю укрытий в целом, становится ясно. Катастрофа начинается не с войны, а с технологии, которая поначалу создавалась, чтобы спасти человечество. Этой технологией оказались крошечные нанороботы, невидимые человеческому глазу, которые могли бы путешествовать по организму, уничтожать вирусы, восстанавливать поврежденные ткани и лечить болезни, которые веками считались неизлечимыми. Для человечества это был бы настоящий технологический прорыв, возможно, величайшее открытие в истории цивилизации. Но, как это часто бывает, технология сразу нашло свое применение в военном деле. Если нанороботы способны восстанавливать клетки, значит, их можно перепрограммировать и на обратную задачу – разрушать их. Так медицина постепенно превращается в потенциальное оружие, способное уничтожать целые страны. В мире бункера начинается новая гонка вооружений. Государства понимают, что тот, кто первым создаст боевых нанороботов, получит абсолютное военное превосходство. И именно в этот момент становится очевидно, что человечество подошло к точке, после которой любая ошибка может стать последней. Сенатор Даниэл Кин и небольшая группа политиков, ученых и предпринимателей приходят к ужасающему выводу. Они убеждены, что глобальная война с использованием нанотехнологий неизбежна, а значит, привычную цивилизацию уже невозможно спасти. Рано или поздно одна из стран или одна из группировок все равно применит это оружие, а затем последует цепная реакция, которую уже никто не сможет остановить. Именно тогда рождается самая страшная идея во всей истории бункера. Они решают не спасать существующую цивилизацию, они признают ее обреченной. По их мнению, человечество слишком долго живет по одним и тем же правилам, действует на эмоциях, думает о сиюминутной выгоде и снова повторяет одни и те же ошибки, а значит, рано или поздно оно само себя погубит. Но вместо того, чтобы просто смириться с этим, создатели проекта решают провести эксперимент. Они строят систему бункеров как попытку создать идеальное общество будущего, где их целью становится не просто пережить катастрофу, а проверить, сможет ли человечество жить иначе. Но здесь возникает вопрос: если целью было создать идеальное общество, почему не построить один огромный бункер? Зачем понадобилось 50 практически одинаковых убежищ, полностью изолированных друг от друга? Ответ прост: потому что это уже не был проект по спасению людей, а эксперимент. Для того, чтобы понять, работает идея или нет, ее нужно проверить в одинаковых условиях. Именно поэтому вместо одного огромного убежища построили 50 отдельных бункеров. Каждый из них должен был стать отдельной моделью человеческого общества. Все они начинали почти с одинаковыми условиями, но дальше развивались самостоятельно. Создатели проекта хотели понять, сможет ли такая система существовать сотни лет, не разрушив саму себя. Именно поэтому между бункерами была запрещена любая связь. Обычные люди не должны были даже догадываться о существовании других укрытий. Но за этим запретом стояла и вполне холодная практическая логика. Если один бункер погибал из-за болезни, технической аварии, восстания или управленческой ошибки, остальные продолжали существовать. Изоляция становилась не просто мерой безопасности, а фундаментом всей системы выживания. Каждый бункер должен был жить как замкнутый мир, не знающий о соседях, не сравнивающий себя с ними и не задающий лишних вопросов. Но создатели прекрасно понимали и другое. Рано или поздно люди начинают сомневаться. Именно для этого был создан отдел IT. Не просто техническая служба, а инструмент контроля, наблюдения и фильтрации опасных идей. Его задача заключалась в том, чтобы замечать тех, кто слишком много спрашивает, слишком внимательно смотрит на систему и способен заразить остальных сомнением.
Именно такой фигурой и становится Джульетта Николс. На первый взгляд она выглядит как классическая героиня антиутопии, человек, который встает на путь сопротивления несправедливому порядку. Но на самом деле Джульетта куда сложнее. Она не революционер и не идеолог. Она не мечтает свергнуть власть, как Китнис Эвердин из «Голодных игр» или Джулиана Крейн из «Человека в высоком замке», которые осознанно становятся лицом революции, произносят речи перед толпой и ведут людей на баррикады. Джульетта – инженер, и именно это определяет ее взгляд на мир. Ее интересует не борьба ради борьбы, а истина. Как устроена система, почему она работает именно так, и что скрывается за ее внешней стабильностью. Именно эта профессиональная оптика делает ее особенно опасной. Инженер смотрит на реальность иначе, чем большинство людей. Когда обычный человек сталкивается с проблемой, он ищет виноватого. Инженер ищет причину. Его интересует не только то, кто принял решение, но и почему механизм вообще работает именно так, где у него слабые места, что поддерживает его в рабочем состоянии и что может привести к сбою. Джульетта умна, упряма, независима и умеет разбирать сложные вещи на простые элементы, замечая то, что другие предпочитают не видеть. Поэтому она задает вопросы, которые до нее почти никто не решался произнести вслух. Почему существуют именно такие правила? Почему людям запрещено знать собственную историю? Почему выход наружу всегда заканчивается одинаково? Почему одни факты скрываются десятилетиями, а другие подаются как абсолютная истина? Во втором сезоне особенно ясно видно, что для Джульетты это уже не просто любопытство. Оказавшись в укрытии номер 17, она своими глазами видит последствия того, к чему приводит разрушение доверия и попытка добраться до правды без понимания масштаба системы. Пустые уровни и следы старого восстания становятся доказательством. Революция не путь к свободе, а самый опасный способ разрушить то, что еще можно было спасти. Именно там она начинает понимать, насколько хрупким может быть любой порядок. И в этом заключается ее главная опасность для системы. Джульетта очень быстро видит, насколько несовершенен весь этот порядок. Для нее становится очевидно, что отдел IT вовсе не главные злодеи этой истории. Скорее, это такие же люди внутри механизма, которые сами до конца не понимают систему, которую защищают. И именно это делает происходящее еще страшнее. Власть держится не только на контроле, но и на том, что почти никто не понимает, как все устроено на самом деле. Самое интересное происходит именно тогда, когда система сталкивается с тем, что была вынуждена предусмотреть заранее. Создатели бункера понимали, рано или поздно внутри укрытия появятся люди, которые начнут задавать слишком опасные вопросы. Такие люди неизбежны в любой системе, их нельзя полностью исключить, но можно попытаться нейтрализовать. Именно поэтому они считались не просто нарушителями, а аномалиями, отклонениями, способными изменить поведение всей системы. Бункер был построен так, чтобы справляться с отдельными нарушителями, но Джульетта зашла слишком далеко. Она перестала быть просто проблемой для власти. Люди начали видеть в ней лидера, который борется против системы, которая скрывает всю правду. Именно поэтому IT-отдел отказался от самого очевидного решения – казни, потому что она мгновенно превратила бы Джульетту в мученицу. Вместо этого они пошли ва-банк, назначили ее мэром бункера, стерли ей память и фактически превратили в послушную марионетку, полностью подконтрольную систему. Но история Джульетты на этом не заканчивается. Со временем она восстановит свою память и вновь вернется к тем вопросам, которые однажды изменили ее жизнь. Потому что люди вроде Джульетты не умеют жить в мире готовых ответов. Они не принимают правила только потому, что так принято. Они стремятся понять, почему эти правила вообще появились и продолжают ли они служить той цели, ради которой были созданы. Именно какие люди становятся двигателем любых изменений. Не потому что ненавидят существующий порядок, а потому что не могут перестать искать истину. Но в то же время возникает главный вопрос всей истории. Что если создатели бункера были правы? Если посмотреть на их систему холодно, она кажется почти идеальной. За несколько столетий они смогли сделать то, что не удавалось человечеству на протяжении всей истории. Они уничтожили войны, ликвидировали бедность, устранили социальное неравенство, обеспечили каждого жильем, работой, пищей и понятной ролью в обществе. В бункере практически исчезли преступность, политическая борьба и хаос. Все, к чему веками стремились философы и политики, здесь, казалось бы, было достигнуто.
Но цена этого оказалась чудовищной. Чтобы построить идеальное общество, пришлось уничтожить все, что делало человечество человечеством. Людей лишили памяти о собственном прошлом, стерли историю, уничтожили книги, искусство и культуру, запретили свободное знание и даже право самостоятельно определять свое будущее. И, возможно, именно в этом заключается главный парадокс бункера. Если ради спасения человечества пришлось отказаться от его памяти, культуры, свободы и права искать истину, то, возможно, это и было правильной ценой ради сохранения стабильности. Но остается вопрос, удалось ли в таком случае спасти человечество, или лишь его биологический вид, а не саму цивилизацию? Ну а на этом я заканчиваю свой рассказ. Пишите в комментариях свои идеи, теории, а также подписывайтесь и ставьте лайки. До скорых встреч!